Друзья, всем привет! Сегодня начинаю прокачку следующего элемента. Ну а кто пропустил, то я задался целью восстановить номер на гимнастических ремнях и разыграть среди подписчиков. Ну и это все я восстанавливаю, находясь у себя на даче, где в саду я повесил на дерево ремни. Ну и уже на протяжении нескольких месяцев добился неплохих результатов. Можете посмотреть в предыдущих видео. И с сегодняшнего дня начинаю прокачку следующего элемента, который называется выход в стойку или крест вверх ногами. Как он выглядит, сейчас буду пробовать. Ну и по целям буду планировать секунд 15, как и остальные элементы, если, конечно, получится. В общем, смотрите, какая форма у меня на данный момент. Так выглядит этот элемент по состоянию. У меня получается его провисеть 5. Ну, если сильно постараться, то я думаю до 10 секунд. То есть по цели хочу все-таки его максимально хорошо прокачать и стараться висеть максимально горизонтально полу. В общем, сегодня буду пробовать прокачиваться стандартно. Это 10 подходов по 10 раз. Ну а после посмотрим по самочувствию, что у меня будет после получаться. И может быть как-то подкорректирую тренировку. Так что на сегодня планирую 10 по 10. Так что первый подход. По состоянию первый подход, учитывая, что перед сегодняшним стартом я чуть-чуть отдохнул и на свежие силы. Ну, 10 раз, в принципе, я выполняю без каких-либо серьезных там нагрузок. Учитывая, что первые подходы всегда легче получается, то всю нагрузку я прочувствую, конечно, после следующих подходов. Ну и по самочувствию, конечно, до идеального выполнения этого элемента еще достаточно много, потому что все-таки до горизонтального полу у меня еще не хватает пока что силовухи. Так что, в общем, прокачиваю этот элемент. Ну и, как и в предыдущих видео, одеваю олимпийку, чтобы руки не так сильно натирались. Ну и все по графику. В общем, 10 по 10. Следующий подход. После второго подхода чувствуется хорошая нагрузка. В этом элементе получается, чем ниже опускаешься, тем сложнее его выполнять. Так что возможно регулировать нагрузку. И пока что 10 по 10 вполне достаточно такой нагрузки. Сегодняшнюю тренировку построю так, как и планировал. 10 подходов по 10 раз. Перерыв между подходов по самочувствию. Не буду себя сильно нагружать. Так что прокачиваю следующий элемент и обязательно подпишись. Я думаю, что такой контент будет интересен. Увидимся в следующем выпуске. Сегодня второй день прокачки элемента крест вверх ногами на гимнастических ремнях. По состоянию сегодня хочу построить тренировку таким образом. На свежие силы первый подход попробовать максимально долго провисеть горизонтально
полу в этом элементе. Вчерашний день прошел нормально, я прокачал все 10 подходов. Единственное, после 5-го подхода не хватало сил и прокачивал не полностью отжимания. Ну, в общем, пробую сейчас на свежие силы, максимально горизонтально полу, а зафиксироваться в элементе крест вверх ногами. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. По ощущениям выполнил этот элемент, и он у меня получился горизонтально полу. Единственное, не хватило силы обратно вытащить себя в стойку, то есть отжаться в этом элементе. Ну, по ощущениям казалось, что это было горизонтально. Обязательно на видео еще это посмотрю, что получилось. Ну, а сейчас я прокачиваю также по плану 10 подходов по 10 раз. Так что, в принципе, сегодняшняя тренировка будет построена таким образом. Сейчас пробую второй подход. Ну, будем считать первый подход после такого разминочного варианта. You got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? Ну, как видите, выполняю я его не полностью, то есть еще не сильно хватает у меня силовухи для выполнения нормального отжимания, но все же по чуть-чуть. Я думаю, что получится все прокачать и выйду уже на хорошее выполнение этого элемента. Так что продолжаю прокачку и по чуть-чуть буду стараться увеличивать нагрузку и опускаться горизонтально полу. Увидимся завтра. Сегодня 4-й день моей прокачки элемента крест вверх ногами на гимнастических ремнях. Ну и сегодняшнюю тренировку я построил таким образом, чтобы между подходов делиться интересной информацией на тему, с чего начать саморазвитие. Я думаю, такой формат будет намного интереснее и мне, и вам. Так что сегодняшнюю тренировку построю таким образом. 10 основных советов, которые помогут вам начать саморазвитие. Первый пункт – это определить свои цели. Поставьте перед собой конкретные и измерительные цели. Они могут быть связаны с различными аспектами жизни: образованием, карьерой, здоровьем, личными отношениями и так далее. Запишите свои цели, чтобы удерживать их в памяти и сделать более осознанными. Второе – это развивайте новые навыки. Выберите области, которые вас интересуют, и начните учиться новым навыкам. Это может быть изучение нового языка, программирование, рисование, игры на инструменте или чего-либо еще. Постоянно стремитесь к обучению и развитию. Следующий пункт. Читайте книги. Книги – это сокровища знаний и опыта других людей. Чтение поможет расширить ваш кругозор, научить новому и вдохновляться. Четвертое – это заботьтесь о здоровье. Физическое и психическое здоровье – основа для успешного саморазвития. Занимайтесь физической активностью, правильным питанием, сном и умением управлять стрессом. Пятое – это практикуйте рефлексию. Постоянно задумывайтесь о своих действиях и ищите возможности для улучшения. Анализируйте свои успехи и неудачи, чтобы извлечь уроки из опыта. Шестое. Общайтесь с интересными людьми. Ваше окружение оказывает сильное влияние на ваше развитие. Старайтесь общаться с людьми, которые вас вдохновляют и мотивируют. Седьмое. Управляйте своим временем. Организация времени – ключ к успеху. Создайте планы, распределите время между работой, учебой, отдыхом и саморазвитием. Восьмое.
Преодолевайте страхи и недостатки. Не бойтесь испытывать себя в новых ситуациях. Саморазвитие часто требует выхода из зоны комфорта, но это позволяет расти и развиваться. 9. Практикуйте постоянство. Помните, что саморазвитие – это долгосрочный процесс. Постоянно работайте над собой и не сдавайтесь, даже если встретите трудности. 10. Будьте терпеливым к себе. Помните, что никто не совершенен. Принимайте себя таким, какой вы есть. И ставьте перед собой реалистичные цели. Ну и главное, важно помнить, что саморазвитие – это индивидуальный путь. И каждый человек находит свои собственные способы для развития. Главное начать и не прекращать стремиться к лучшей версии себя. Так что обязательно подписывайся. И удачи тебе в твоем саморазвитии. Увидимся в следующем выпуске. Как похудеть? Может быть, не есть после 6 часов или тренироваться 3 раза в день. Наверняка со временем каждый задавался этим вопросом. Похудение – это процесс, который требует правильного питания, физической активности и здорового образа жизни. 3 основных совета, которым, если вы будете придерживаться, у вас обязательно получится похудеть. Первый. Питайтесь правильно. Включите в свой рацион больше фруктов, овощей, цельных зерен, нежирных источников белка и здоровых жиров. Избегайте избытка сахаров, соли и обработанных продуктов. Обратите внимание на размер порций и постепенно уменьшите количество высококалорийной пищи. Второе – это создайте калорийный дефицит. Для того, чтобы похудеть, вы должны потреблять меньше калорий. Это можно сделать, контролируя свой рацион питания и увеличивая физическую активность. Но помните, что экстремальные диеты и крайние ограничения калорий могут быть вредны для здоровья. Лучше стремиться к умеренному дефициту калорий, чтобы обеспечить устойчивое и здоровое похудение. Третье. Увеличьте физическую активность. Регулярные упражнения помогут ускорить процесс похудения и улучшить общее состояние здоровья. Включите в свою программу тренировок кардиоупражнения, бег, ходьба, плавание, велосипед и силовые упражнения, поднятие весов, отжимания, приседания и так далее. Занятия спортом также могут сохранить мышечную массу в процессе похудения. Ну а также пейте достаточно воды, следите за сном и стрессом, будьте терпеливы и постоянны. Ну а если у вас возникнут сложности при похудении, то обязательно обратитесь за помощью к диетологу или тренеру. Помните, что каждый организм уникален. У тебя обязательно все получится. Ну а я продолжаю свою прокачку. И сегодня 5-й день прокачки элемента крест вверх ногами на гимнастических ремнях. И таким образом я при похудении стараюсь себя не только прокачать, но и держать в тонусе, так чтобы не было лишнего веса. Ну а в предыдущих выпусках, кто не видел, обязательно посмотрите, как я похудел со 105 килограмм до 85. Ну а по планам сегодняшнюю тренировку построю таким же образом, без увеличения нагрузки. Единственное, на прошлой тренировке получилось провисеть в элементе крест где-то в районе 7 секунд. Сейчас попробую улучшить результат и постараться провисеть в районе 10 секунд. Так что пробую. На 5-й день по состоянию получилось провисеть 5 секунд, и это уже неплохой результат. Прокачиваюсь дальше, посмотрим, что получится на 7-й день. Ну а для тех, кто худеет, спорт – это один из обязательных пунктов. Увидимся завтра. Как накачаться? Может быть, начать тренироваться со штангой или отжиматься дома возле пола. Как накачаться, наверное, каждый задается этим вопросом. 5 основных правил, которые обязательно вам помогут в этом. Первое – планирование и цели. Определитесь с вашими целями, что именно вы хотите достичь, развивать определенные мышцы, увеличить общую мышечную массу или стать сильнее. Это поможет вам разработать подходящие планы тренировок.
Второе – это правильное питание. Уделяйте внимание своему рациону. Потребление достаточного количества белка, углеводов и здоровых жиров – важный аспект для роста мышц. Если необходимо, то увеличьте потребление калорий для создания положительного белка в организме, но не переусердствуйте. Третье – это силовые тренировки. Добавьте в свою программу силовые тренировки, которые включают базовые упражнения для разных групп мышц, такие как жимы, приседания, тяги или подтягивания. Эти упражнения активируют множество мышц и способствуют росту мышечной массы. Четвертое – прогрессивная нагрузка. Постепенно увеличивайте веса и интенсивность тренировок. Этот принцип стимулирует адаптацию и рост мышц. Ну и, конечно, пятое – это постоянство и терпение. Тренируйтесь регулярно, уделяя каждой группе мышц достаточно внимания. Рост мышц – это долгосрочный процесс, требующий внимания и усилий. Будьте терпеливы и постоянны. У вас обязательно все получится. Удачи! Друзья, привет! Пролетела неделя прокачки креста стойки. И сегодня время подвести итоги, что у меня получилось прокачать за 7 предыдущих дней. Для этого я буду использовать вот такой секундомер. Ну и по планам я планировал прокачать за 7 дней 15 секунд. На предыдущих тренировках у меня получалось провисеть в районе 7 секунд, 5 секунд. Так что начнем. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to. Отлично. По моим подсчетам получилось приблизительно провисеть в районе от 10 до 15 секунд. Но этого вполне достаточно для того, чтобы использовать этот элемент в последующих связках. Ну а по секундомеру получилось 55 секунд. Ну из них, конечно, я очень долго наматывал сначала ремни на руки, потом сходил со стойки, подходил, выключал секундомер. Так что в районе 15 секунд получилось провисеть. И это есть достаточно хороший результат всего лишь за 7 дней тренировки. Конечно, предыдущие 2 месяца я не учитываю, хотя были задействованы другие группы мышц, и они были как подготовительные для этого элемента. И сказать, что за неделю я полностью прокачал этот элемент, это, конечно, будет неправда. Я тренируюсь на ремнях уже последовательно на протяжении уже 2 или 3 месяцев, и поэтому некоторые элементы у меня уже подготовлены. Единственное, их надо допрокачать, и получается, что за такие короткие сроки получается добиться неплохих, а даже, можно сказать, хороших результатов. В общем, моя 7-дневная прокачка дает ощутимый результат, меня это радует. Ну и смотрите, что у меня начало получаться с предыдущими элементами, если использовать этот элемент, который я сейчас прокачал. To learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Yeah. I like it with you. I like it with you. I like it with you. In the sand that we dance, we ain't got no plans. You, I like it with you. Yeah. I like it with you. And the hours will melt all night. Ну, что-то типа такого. В общем, по состоянию достаточно неплохо получается. Чувствуется намного лучше форма. И с каждым днем, с каждой тренировкой, с каждой неделей моя форма становится все лучше и лучше. И поэтому все у меня идет по графику, по планам. И в ближайшем будущем у меня уже получится прокачать остальные элементы. Ну и после уже буду думать, что делать со связками, какую искать музыку, идею, ну и пробовать тренировать уже сам номер. Ну и обязательно в комментариях оставьте идею для номера, что бы вы хотели, какую бы идею в номере я использовал.
Так что такие дела. Увидимся в следующем выпуске. Пэм. Like it when you close all the curtains, taking out the trash and the burdens. We got all the time, ain't no worries. Oh, yeah. I like it with you in it. And make me take a little look. Can't we finish it? And then get busy getting back into the thick of it, yeah. Take a second, breathe it in, now out again. I'm still understanding just how you do. The magic